анализируем графики, делаем предположение, куда пойдет цена, и мы планомерно идем, наша цель удвоить депозит, и мы увидим, через сколько дней у нас это получится. Уникальность нашего проекта тоже заключается в том, что, как ты правильно отметил, мы все делаем онлайн в режиме реального времени. Сегодня у нас 13 июня 2025 года. И вчера опять совершил ошибку, да, от ошибки к ошибке, и сразу перейдем, посмотрим. Торгую я на Линке, на Байбите, как уже отмечалось. И зашел вчера вот в этой позиции, да, то есть видел, что Линк отработал, подтвердил и думал, что вот-вот он пойдет наверх, залез в лонговую, и он бахнул вниз. Опять сижу в просадке. И вот рынок начинает потихоньку возрождаться. После усреднения в данный момент у меня точка входа 13 600-686 и жду возрождения, чтобы закрыться в прибыль. Мой комментарий, довольно частая ошибка, в том числе и моя. Мы после длительного снижения думаем, что вот-вот уже пора бы цене отрасти, и консолидацию, которая обычно происходит после любой коррекции, ну, она же расторговывается либо обратно, да, чему должно быть подтверждение, им обычно является либо выход над базой и подтверждение, либо выход над уровнем смены тренда, и желательно следить за этими ключевыми точками. Я думаю, что ты знаешь, где они были в данном случае. Если не знаешь, я тебе потом расскажу. Но и маленькая подсказка могло быть, что прямо вчера во время эфира мы с тобой увидели, как пробилась нижний уровень базы на Мэйджике, а в общем-то, ну, сейчас весь рынок, да, ходит примерно одинаково, за исключением пары-тройки альткоинов, которые там по своей их гоняют по своему какому-то алгоритму, ограниченными суммами и так далее. В очередной раз ты, как я говорю, угадал монету, но не угадал направление. В целом, ничего страшного, ты какой-то вывод сделал для себя в очередной раз? Ну, конечно, да, в очередной раз не торопиться, заходить опять же мелкими суммами. Тут я тоже погорячился, зашел достаточно крупным, поэтому усреднение у меня не удалось сделать, вот чтобы усреднилась моя цена, и сейчас бы я уже давно даже или закрылся бы, или сидел в хорошей прибыли. Ну, и я сегодня, ну не сегодня, сегодня я сформулировал, а вообще недавно меня посетила очень интересная мысль, поскольку человеку присуще, я наблюдаю это за многими, в том числе и за мной водилось, я постоянно себя от этого стараюсь отучить, но когда ты в сделке, ты постоянно стараешься наблюдать за экраном, что происходит, по-твоему, не по-твоему, и в любом случае ты где-то всегда смотришь на эти графики. Так вот, можно смотреть на графики, но поменять местами, когда ты в сделке или когда ты готовишься к сделке. И важно посидеть, посмотреть и найти на графике ту формацию, которая тебе понятна, которой ты хотя бы процентов на 80 уверен, что она отработает так, как ты уже проверял ее неоднократно. И потом ты входишь, если даже есть капелька сомнения, то ты входишь не полной суммой, а делишь ее на две части, сумму входа, и тогда происходит все по-другому. Да? Ты уже отсидел перед графиками, ты уже уверен и просто ждешь отработки либо тейк-профита, либо стоп-лосса. Без стоп-лоссов торговли не бывает, и если вам кто-то скажет, что без стоп-лоссов нужно торговать, это неправда, это приводит к потере депозита. Но, правда, не всегда, можно торговать очень малыми суммами при очень большом депозите, и тогда, конечно, но бывают случаи даже и в таком варианте. Ну, важно не совершить ошибку, а важно сделать правильные выводы, потому что как же узнать, как правильно, если не совершить ошибку. Кто не помнит, пересмотрите, там видны эти линии сверху, снизу. И я говорил, что буду фиксировать 50% в этом месте и буду смотреть дальше, как будут развиваться события. Пока мы разговаривали, цена уже сходила. Я решил не фиксироваться, понаблюдать, что будет. И потом, увидев вот эту консолидацию, я все-таки 50% зафиксировал и оставил 50% на ночь. Утром приятным бонусом было то, что я увидел, и закрылся я примерно вот здесь утром. Мне понравилось то, что происходит. Потом я увидел, что мы пошли еще ниже. Мне не понравилось, что можно было еще просидеть. Но сейчас сижу, наблюдаю вот эту вот консолидацию. Да, и видно, у меня прорисовано место, где мы, вероятнее всего, выйдем. Я люблю прорисовывать, откуда мы пошли к самой нижней точке. И если я прорисую линию ровно, вот так, то будет видно, что мы сейчас формируем еще
накопление над той линией, которую я только что прорисовал. У меня здесь есть два уровня, которые я отметил как места, где возможен пробой и выход выше. Ну, пока мы здесь, в верхней части, буду смотреть, наблюдать, и когда увижу подтверждение выхода, уже теперь над этой консолидацией хочу увидеть подтверждение выхода, и это будет примерно вот такой какой-то выход, и с последующим походом я думаю, что в первую очередь вот к этому имбалансу, который довольно большой, остался здесь вверху. Почему же пролился рынок? У нас началось, скажем, боевые действия, да, и, в общем-то, это и повлияло, скорее всего, что на рынок. Но говорят, что графики первичные, и все действия происходит так, как нужно, чтобы сработал график. Но это конспирология, и каждый волен верить в это или нет. Биткоин, как я и говорил, доминация не снижается, доминация осталась, но кто смотрел вчерашний обзор, мы говорили мы были вчера вот в этом моменте, и вот это как раз-таки уровень, от которого мы пошли безоткатно, да, потому что вот здесь было небольшое сомнение, куда пойти. Я вчера прорисовал, либо мы будем развиваться по вот этой красной истории, либо вот по этой зеленой. И как раз-таки мы вышли ниже, подтвердили и пошли сюда. Сейчас жду восхождения, сейчас у меня могу прорисовать еще одну линию, вот здесь, откуда мы пошли к нижней части, а я обычно рисую оранжевый, и буду ждать прихода цены уже вот сюда. И это будет для меня сейчас сопротивлением, вот так как до этого вот эта зеленая линия служила нам поддержкой. Ну и сколько раз я говорил на прошлых наших встречах, что волатильность затаилась и может преподнести нам сюрприз, и так и случилось, что мы видим, да, волатильность падала, и потом вот двумя резкими скачками устроила нам то, что, ну, это не волатильность устроила, но такие вот предпосылки, как здесь, на волатильности можно наблюдать, как только она снижается, жди либо роста, либо снижения цены в ту или иную сторону. Эфир, в принципе, повторяет те же действия, что и биткоин, особо ничем не отличаясь. Жду эфира вот в том моменте, какой у меня прорисован. Вот такой канал у меня для него сейчас появился. И, ну, думаю, что в границах, в рамках этого канала пока буду его наблюдать. Просто на каждой из монет разные, получается, таймфреймы, где можно увидеть более четкое подтверждение. На каком таймфрейме ты увидел консолидацию, там и ждешь. Просто вот здесь, смотри, на 15 минутах вот можно выделить консолидацию, накопление, да, диапазон цены от сих до сих, мы ходили вверх, ходили вниз, и появилась вот такая вот история. Ну, как нас учили, появляется при походе вниз первая точка, вторая точка, третья, четвертая, и 4 точки – это уже некая фигура прямоугольник. И вот мы ее здесь явно видим. Но если мы перейдем на 4 часа, то мы здесь ее не видим. Здесь какой прямоугольник. Да, это тоже накопление, просто возрастающая. И к чему я веду? К тому, что где ты видишь формацию, там ты и наблюдаешь, будет она выходить, не будет она выходить. Вот и все. Бывает уход без объявления намерениях. Поэтому вот здесь даже нет, ну, видишь, на минуте видно было, что мы вышли, а потом вернулись вот этой свечой. Она открылась здесь, вернулась и потом пошла ниже. То есть здесь подтверждение на минуте было. Поэтому, ну, где формируется база, там и смотрим. Просто, скажем, отрабатывают 15-минутки быстрее, поэтому я на них ищу формацию. Ну, каждый торгует свой таймфрейм, кто-то торгует дни, кто-то недели, кто-то секунды. Поэтому здесь это личное дело каждого, у кого как получается и кто насколько усидчив, или у каждого свои какие-то критерии отбора. Да, а если наши зрители хотят, чтобы я это сделал в эфире, то пишите, и мы разберем. Большое спасибо, опять интересно, познавательно, и встретимся уже завтра. Да, до новых встреч, друзья. Всего хорошего.